Дорогие друзья, я приветствую вас из весенней Финляндии. За досадно короткий промежуток времени на территорию Финляндии упал 4-й дрон. Опять дрон не был обнаружен заранее, поэтому население не было предупреждено. Как же так? Ведь нас убеждали, что броня крепка и танки наши быстрые, а финское небо оказалось вдруг достаточно прозрачным. 4-й заблудившийся странник за короткий срок – это уже не случайность, а весьма осязаемая тенденция. Как так? На неудобные вопросы журналистов ответил бригадный генерал Министерства обороны Финляндии Маркку Viitasaari. Если вы хотите узнать мнение генерала, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В субботу в Иите нашли 4-й дрон. Не на радарах, заметьте, а буквально под ногами, всего в километре от жилых домов. Причем дрон был не с камерой для съемки свадеб, а с полноценной боевой частью. Силы обороны его, конечно, взорвали. Никто не пострадал, но осадочек, как говорится, остался. На неприятные вопросы журналистов ответил руководитель подразделения национальной обороны, бригадный генерал Минобороны Финляндии Маркку Viitasaari. Генерал – человек честный и прямой. Когда его спросили, оптимальна ли ситуация, он ответил «нет». Способность Финляндии контролировать воздушное пространство не является оптимальной, если на территорию страны проникают дроны, оснащенные взрывной боевой частью. Viitasaari назвал способность Финляндии по контролю воздушного пространства достаточной, но нехорошей. Вероятно, нельзя сказать, что у нас хорошая способность контролировать воздушное пространство, но у нас есть достаточная способность с учетом условий и угрозы. Значит, достаточно. Это когда дрон падает в километре от вашего дома, а не прямо в сауну во время субботней парной. Это когда мы узнаем о нарушении границ не от дежурных ПВО, а от грибника, который споткнулся об дрон. Согласитесь, трудно радоваться вооруженному БПЛА, который приземляется у тебя на заднем дворе без приглашения. Но самое интересное в риторике генерала – это шкала оценок. Viitasaari говорит, что наши возможности достаточны, но не хороши. Это как если бы вы купили зонт, который защищает от дождя все, кроме вашей головы. Генерал апеллирует к математике, мол, это лишь пара промилле от общего потока дронов, атакующих российские порты. Математически мелочь. Но если эта мелочь весом в пару десятков килограммов тротила прилетит в сауну в субботу вечером, статистика вряд ли утешит пострадавших. Viitasaari считает, что если удары Украины по российским нефтяным портам продолжатся, вполне возможно, что подобные ситуации будут повторяться. Так почему же мы не закроем небо на замок? Ответ простой. Деньги! Идеальное небо стоит слишком дорого. Ни Россия, ни Украина, ни Израиль не смогли закрыться на 100%. Генерал Маркку Viitasaari прямо заявил, это вопрос политического выбора. И решения по нему должны принимать политические руководители. Конечно, не можем же мы все налоги потратить на радары. Ведь если мы построим идеальный железный купол над каждой лесной опушкой, нам просто не на что будет лечить людей, которые подавились кофе от новостей об этих самых дронах. Кроме того, перехват дрона сам по себе имеет свои проблемы, потому что он может быть опаснее, чем падение дрона на землю, говорит генерал. И здесь есть тонкий политический момент. Финляндия – один из самых преданных союзников Украины. И вдруг официальное лицо из Минобороны заявляет: ситуация, при которой дроны заблудились и попали в Финляндию, не является ни желательной, ни приемлемой. То, что Украина планирует свои операции так, что дроны могут случайно попадать в Финляндию и на населенные территории, совершенно неприемлемо. И с точки зрения должностного лица по территориальному контролю это нельзя принимать ни в коем случае. Это четкий сигнал. Дружба дружбой, а безопасность финского налогоплательщика в приоритете. Одно дело на расстоянии поддерживать союзника, и совсем другое – находить приветы от этой поддержки у себя в огороде из-за сбоя GPS. Так что же делать? По мнению Viitasaari, разумнее, возможно, вкладываться не столько в средства перехвата, сколько прежде всего в системы наблюдения и дополнительные технологии, чтобы лучше предупреждать граждан. Чтобы в следующий раз, когда дрон решит сменить курс на Лахте, вы хотя бы успели спуститься в убежище, а не узнали о находке из вечерних новостей. Безопасность – это всегда баланс между страхом и бюджетом.
Пока Финляндия выбирает достаточный уровень. Но ведь бюджет не резиновый. Жители приграничных районов это уже уяснили. В следующем сюжете от высоких кабинетов и генеральских фуражек спустимся на грешную землю. Туда, где до российской границы можно добросить камень, а до Хельсинки не докричаться. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. Знакомьтесь, это Сами Илвис, 49 лет, резервист из Иматры. Человек – олицетворение новой финской реальности. Во дворе запас дров, как минимум на год. Дома есть отдельная комната для военного снаряжения. Каска и бронежилет на стене, рядом ящик с боеприпасами. У собаки тоже есть защитные очки и наушники. Под замком в шкафу внушительная коллекция оружия, пистолеты и снайперские винтовки. Илвис заказал себе израильский рюкзак, который крепится к бронежилету и в который можно положить дрон. При необходимости Илвис сумеет починить дрон сам. В углу стоит 3D-принтер для изготовления запасных частей. Такой же используют в учениях НАТО. Это прагматизм. Сами понимает, если через границу полетят сотни дронов, перехватят их или нет – вопрос риторический. Поэтому Сами печатает запчасти для дронов на 3D-принтере и тренируется сбивать их из обычного помпового ружья, используя тарелочки для стендовой стрельбы. Илвис считает возможным, что однажды и на восточной границе Финляндии гражданскому населению придется сбивать дроны из ружья. В любом случае, он готов. А что же политики? О, там все стабильно. Депутат Юкка Копра пьет кофе в Лаппенранте под песни о нерпах. Он председатель парламентской фракции партии «Коалиция». Ранее он возглавлял комитет по обороне, а сейчас руководит рабочей группой по финансированию. Он стоит на площади в Лаппенранте, слушает песни про нерпу и рассуждает о космосе, электромагнитном спектре. Звучит солидно, пока его не спрашивают: куда бы вы пошли, если бы в Лаппенранте была тревога из-за дрона, и вы были бы дома? Ну, наверное, к камину. Там каменная стена, отвечает депутат Копра. А если тревога застала бы прямо на площади? Тогда, к сожалению, на улице ничего особенно не сделаешь. Это цитата председателя рабочей группы по финансированию обороны. Если вы на улице, ну, извините, ничего особенно не сделаешь. Записывайте, чтобы не забыть. В 600 метрах от границы живет Тея Усвасуо. Из ее окна виден тот самый знаменитый забор, в который вбухали миллионы. Помогает ли он от дронов? Спойлер – нет. Тея говорит, что тема безопасности на встречах с властями просто заблокирована. О штормах – пожалуйста. Об отключении света – сколько угодно. О дронах и войне – тихо. Поэтому Тея достает старую охотничью рацию. Она больше не верит, что государство все решит. Вера в финское государство всегда была фундаментом местного менталитета, но сейчас этот фундамент дал трещину. На государство надейся, а сам не плашай. Надеюсь, каждый из вас имеет запас воды и сухарей, по крайней мере, на 3 суток. Нет? Тогда стоит запастись. Ну а на этом, дорогие друзья, благодарю за внимание, прощаюсь и до новых встреч. Всем пока!